Привет! Сегодня у нас на обзоре наушники от солидной фирмы, название которой я не знаю, как точно произносится, но я буду говорить Wizor. Wizor TP1. Сейчас про эти наушники много говорят, и в основном я слышал только хорошее. Ну, проверим, соответствует ли это действительности. Почта России в последнее время меня что-то жестко подводит. Те же Syllable я жду уже, не знаю, мне кажется, месяца полтора. Поэтому в этот раз я решил не рисковать и взял наушники в московском магазине xchaser.ru. Ссылка будет в описании. А теперь присаживайтесь поудобнее, мы начинаем. Что-что, а над упаковкой Wizor потрудились на славу. Коробка из плотного белого картона с крутой типографией. Спереди изображены наушники, сзади технические характеристики. Вот берешь коробку в руки и сразу ощущение какой-то премиальности. Внутри нас ждет кейс и наушники. Под наушниками еще скрывается коробка, в которой прячется пакет с инструкцией, провод для зарядки Type-C и два пакетика со сменными амбушюрами. Амбушюры различаются строением своего купола и шириной отверстия. И если честно, они мне не очень понравились. Материал такой недостаточно эластичный, из-за чего в ушах сидят не очень. Но это не единственный недостаток. Амбушюры, которые были надеты на наушники с завода, прям видно, что плохо сидят на звуководе и болтаются. О каком качестве звука можно говорить с такими амбушюрами, непонятно. А если надеть даже самый маленький амбушюр из комплекта, крышка кейса уже не закрывается, если наушники силой не вдавить в кейс. Визоры, вы что там курили? Кейс сделан из серого софт-тач пластика с золотыми вставками и имеет форму эллипсоида, но тут, конечно, с какой стороны смотреть. Он достаточно крупный и в маленький кармашек на джинсах не влезает, только в обычный. Крышка магнитная, у нее есть небольшой люфт. Спереди на золотой вставке красуется надпись Wizor. Снизу порт для зарядки Type-C и сзади индикатор работы. Во время зарядки кейса он горит красным и горит белым, когда заряжаются сами наушники. Наушники сделаны из такого же серого софт-тач пластика. Спереди внутри золотой каемки расположена сенсорная панель, чуть ниже микрофон. На обратной стороне обозначение левого и правого наушника. 3 компенсационных отверстия, вот за это лайк. Они нужны для того, чтобы в ушах не было эффекта вакуума. Это когда наушник достаешь из уха и у тебя аж амбушюры выворачиваются наизнанку. И реально, на некоторых дешевых наушниках есть такой эффект. Чуть ниже на ножке находится индикатор, который во время работы мерцает белым светом. Плюс, что он хотя бы находится с внутренней стороны. И снизу на ножке контакты для зарядки. Хотя по-правильному микрофон было расположить именно здесь. Наушники выполнены в форме AirPods, и если Havit i92 выглядели компактно, эти выглядят массивно, у них и ножка толще, и сами они больше, весят по 6 грамм каждый. Звуковод прикрывает золотистая сеточка, вот это, кстати, выглядит прикольно. А так, конечно, в целом дизайн на любителя. В кейсе наушники расположены слева правый, справа левый, и если у Фанклов и Pamu Slide это было удобно, здесь наушники доставать не очень удобно. Они удерживаются магнитами и довольно крепкими, вылетают только если этого специально захотеть. У наушников заявлена влагозащита IPX5, под дождем можно ходить без проблем, сборка качественная. В каждом наушнике установлен аккумулятор на 55 мАч, в кейсе еще 450 мАч. На максимальной громкости наушники проработали почти 5 часов, это солидный результат. С таким результатом наушники занимают почетное 5-е место в моем рейтинге автономности. Управление происходит с помощью сенсорной панели. Из плюсов случайных нажатий нет, так как сенсор срабатывает только если его полностью прикрыть пальцем. А вот функционал обычный. Короткое нажатие play-пауза, двойное на левый или правый, переключение трека назад или вперед. Удержание 2 секунды, голосовой помощник. Управление громкости нет. Микрофоны. Проверяем работу микрофона Wizor TP1 в тихом пространстве, незаведенная машина. Микрофоны здесь громкие, речь слышно хорошо. Единственное, что мне не нравится, я слышу какой-то посторонний фоновый шум. Причем я слышу его не только на записи, я его еще и слышу в правом ухе. Не очень понятно, что это такое. Ну, ладно. Проверяем работу микрофона Wizor TP1 в машине. Кондиционер включен на 3 деление 4, музыка на фоне на 9. Становится очень хорошо слышно музыку. Меня при этом слышно более-менее нормально. Ну так, я не сказать, что в восторге, средненько, наверное. Проверяем работу микрофона Wizor TP1 на улице. Ветра практически нет, мимо едут машины.
Разговаривать, блин, я не знаю, что это реально за шум в правом ухе. Я несколько раз уже наушники переподключал, но шум какой-то вот именно при разговоре все равно остается. Ну, тоже средненько, наверное. Слышимость у микрофонов хорошая, меня слышно достаточно громко, но шум в правом наушнике раздражает. Почитал отзывы на Алиэкспрессе, похоже, это брак. Но в целом микрофоны мне понравились. В каждом наушнике установлен 10-мм динамический драйвер, и при подключении к телефону наушники подключаются по кодеку AAC. Видимо, мне все-таки реально попались наушники с браком, потому что при выключенной музыке в правом ухе этот шум слышен. Он то появляется, то пропадает, что влияет на общее впечатление. И нет разницы, что я купил наушники в Москве. В любом случае все идет из Китая, так что потенциально не повезти может везде. У наушников приятное звучание, достаточно чистое, нет ощущения приглушенности звука. Средние мне понравились, высокие чуть-чуть не раскрыты. Запас по громкости здесь большой. Уклон Vizer TP1 именно на низы, и бас тут плотный, его много, и глубокий бас тоже неплохо проработан, но огромное значение имеет подбор амбушюр. На стандартных звук абсолютно плоский. В целом, по звуку они мне понравились, хоть это и не просто признавать после всяких мелких пакостей, которые они мне приготовили. Фанклы, Ванмо мне понравились все же больше, но Визеры звучат приятнее, к примеру, Xbox 3, хоть в них есть и aptX. По задержке звука, на YouTube она есть, примерно 20 миллисекунд. Ну и в играх тоже есть, куда же без нее. Дома наушники пробивают через две стены, но за второй уже начинает иногда заикаться. А по стабильности соединения есть вопросы. Почему-то даже дома у меня иногда отваливалось левое ухо на пару секунд. Если заказывать с Китая, визоры обойдутся в районе $50. И за эти деньги мы получаем реально хорошее звучание, ну и неплохие микрофоны. Но тут лично для меня на первое место выходит общее впечатление и удобство использования. И оно как раз подкачало. Общее впечатление у меня почему-то какой-то такой легкой недоделанности. Но если для вас важнее звук и микрофоны, то их вполне можно брать. Если выпуск был полезен, поставь лайк и подпишись на канал и пиши в комментарии, как тебе Vizer TP1. На сегодня все. До встречи в следующих видео. Пока!